Мы украинские беженцы, и правительство Германии платит нам деньги только за то, что мы находимся в Германии. Это выглядит абсурдно, и многие этим недовольны. Мы решили на собственном примере посчитать, сколько же Германия платит в год таким беженцам, как мы. И главное, сколько лет нам придется возвращать эти деньги Германии. Всем привет! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. Мы живем в Германии уже почти 2 года. И сегодня к нам должен приехать наш подписчик, наш постоянный зритель из другого города. И пока мы его ожидаем, мы сейчас проедем в центр нашего городка и расскажем вам, сколько именно конкретно нам денег за весь период нашей жизни в Германии выплатило немецкое правительство. Это городок, в котором мы живем уже почти 2 года. Называется он Гайслинген ан дер Штаге. Посмотрите, какой уютный, красивый. Это его центральный собор. И здесь мы жили все время. Мы получали деньги от джоб-центра 22 месяца. Тоже почти 2 года. И мы с Ладой посчитали, что в сумме нам джоб-центр выплатил за это время 50 тысяч евро. Это достаточно крупная сумма, друзья. Сейчас я вам расскажу, что сюда входит. Но вообще мы, когда это посчитали, мы поняли, что если нам придется их возвращать, то возвращать это достаточно сложно и долго. Что входит в эти 50 тысяч, которые нам выплатили за 22 месяца? Это оплата квартиры вместе с коммунальными. Эта сумма составляет 18 414 евро. Эту сумму мы могли как-то посчитать более-менее точно, потому что у нас есть данные. Вторая сумма – это именно наши пособия, которые нам давали на еду, на вещи, на одежду. Оно все время менялось тоже, но нам присылали эти деньги на карточку, поэтому мы тоже могли это точно посчитать. Эта сумма составляла 18 642 евро. Медицинская страховка, которую за нас тоже ежемесячно платил джоб-центр, это оказалось тайной. И нам пришлось узнавать через GPT-чат, через интернет, сколько все-таки джоб-центр за нас платил, потому что это нигде не было прописано. И мы пришли к выводу, что они платили за нас минимальную страховку, которая начинается приблизительно от 130 евро за человека. Но мы взяли приблизительно 160 евро на человека и посчитали за весь этот период. Получилось, что они выплатили за нас 7000 евро. Медицинская страховка. Вот. И еще один расход – это интеграционные курсы. Мы же ходили на курсы, мы учились, и за это тоже государство платило деньги. И тоже мы посчитали плюс-минус приблизительно, потому что эта цена тоже варьируется. В сумме вышло около 6000 евро за интеграционные курсы, заплатило государство за нас двоих. Вот. Если сложить это все в кучу, получается 50 тысяч евро, друзья. Но нам стало интересно еще вычислить, сколько же в год на одного человека. Вот на такого человека без детей, как мы. Потому что есть варианты еще, если человек семейный, ему выплачивают еще деньги киндергельд на ребенка. Если человек инвалид, ему могут делать операции сложные, там, например, мы знаем такие примеры. Здесь с нами в лагере жил человек, который приехал, и у него была проблема с тазобедренным суставом, он не мог практически ходить. Ему сделали здесь операцию, сейчас он скачет, счастливый, но сколько денег потратила на эту операцию Германия на него, трудно сказать, возможно 10 тысяч евро сразу. То есть у каждого, конечно, украинца будут разные расходы, поэтому мы приводим свои, и всего получилось 27 тысяч на двоих. Нам с Ладой 27 тысяч на нас потратили за год. Теперь делим пополам, и получается это 13,5 тысяч. То есть на одного человека в год
Германия платит 13 500 евро. Да, и, кстати, Да? я сравнил это с официальной статистикой, я поискал в интернете, просто забил, сколько Германия тратит на одного беженца украинского в год, и это совпало. Там было написано от 12 до 13 То есть приблизительно. на нашем примере это правда, это Да. так оно и есть. Мы сделали такое расследование. Да. Теперь нам осталось посчитать, за какой период мы с Ладой эти 50 000 евро можем возвратить Германии, если мы будем платить налоги. Мы посчитали, что если мы будем возвращать Германии деньги в виде налогов, то в течение 10 лет мы должны выплачивать 416 евро ежемесячно, чтобы через 10 лет наш долг был погашен. 10 лет. Это в том случае, если мы будем зарабатывать приблизительно около 3000 евро в месяц брутто. Тогда у нас будет получаться такой налог, и мы будем возвращать долг. Если же, конечно, мы будем зарабатывать больше, то мы можем этот долг погасить быстрее. Это естественно. За 5 лет, допустим. Может быть, за 5 лет, да. Но есть такие случаи, когда налог совсем маленький. Например, если мы будем зарабатывать всего лишь 2000 евро в месяц, то наш налог в месяц будет составлять 100, 150, 200 евро. Это значит, что возврат долга растягивается на 20 лет. Да? И казалось бы, зачем Германии все это нужно? Получается, это невыгодный проект. Но на самом деле не так. Потому что, когда люди смотрят на эту проблему, то они ее не просчитывают на долгий срок. А это именно долгосрочный проект. И поэтому говорят, немецкое правительство сумасшедшее. Я думаю, что это большое заблуждение, потому что немцы не дураки. Конечно. И они очень хорошо умеют считать деньги. И они очень такие практичные. И прагматичные. Просто так они никому ничего не дадут. Да, не думаете же вы, Да. что немецкое правительство так село за столом там у себя, Ну да. ай-яй-яй, какие несчастные украинцы, сирийцы и все остальные африканцы. Давайте раздадим им деньги просто так, пускай себе живут, наслаждаются за счет немецких налогоплательщиков. Мне кажется, что многие люди так и думают. Ну да, поэтому пишут нам очень приятные такие комментарии. На самом деле, конечно, они все просчитали. Это долгосрочный прибыльный проект. Две причины, по которым Германия создала такие условия для беженцев. Они сделали так специально, чтобы заманить людей сюда, потому что здесь очень высокие налоги и заодно решить демографическую проблему. Слушай, по-моему, тут очень богатые машины стоят, да? Я не знаю, это Porsche. Два Porsche таких приземистых. Kia всякие. Японский ресторан. Вот так вот человек живет в трусах круглосуточно. Зашли в кафешку, купили вот такой вот банан в шоколаде. Смотрите, какая прелесть. Печенье, а потом какой-то крем и банан. Мы уже такое пробовали, да. Кофе. И за все это заплатили 8 евро. Гайслинген нам настолько нравится, он такой уютный. Здесь люди все какие-то приветливые, приятные. Здесь, одним словом, здесь для нас, вот, допустим, есть все. Мы узнали, что Германия, оказывается, выделяется из бюджета Европейского Союза дотации на содержание беженцев. То есть не только
немецкие налогоплательщики платят за содержание таких людей, как мы, это уже очень большой довод в пользу того, что эта программа выгодна для Германии. Украинские беженцы и всякие другие беженцы, они должны как бы заполнить те рабочие места, где не хватает людей. И это в основном на трудных работах. Потому что даже если люди приезжают с дипломами, то найти им работу по своей специальности из-за языка очень сложно. Все равно большинство людей идет на такие рабочие профессии. Даже если есть такие люди, как мы, которые не идут на рабочие профессии, а занимаются какими-то там ютубами, которые многие считают вообще не работой, да, халявщики. На самом деле вы просто, возможно, не учитываете такой момент, что при внесении денег в Германию из другой страны это тоже очень полезная функция. Мы зарабатываем деньги в американской компании. YouTube это американская компания. И тратим эти деньги в Германии. Для Германии это очень полезно. Мы просто инвестируем сюда деньги из Америки, получается, таким образом. Есть страны, даже в Евросоюзе, такие как Хорватия и Черногория, которые выдают ВНЖ именно с таким требованием, чтобы человек зарабатывал где-нибудь извне. Ну, например, айтишник там, или блогер, или какой-то фрилансер. Если человек зарабатывает извне, ему дают ВНЖ. Если он приезжает и пытается занять рабочее место какого-то хорватца, да, то они тогда против. То есть мы полезные для Германии люди уже сейчас, даже если мы не платим налоги. Если мы станем больше зарабатывать, то мы станем еще полезнее. Поэтому просим ваши лайки, подписки и комментарии. Позвонил нам уже человек, который едет к маме с подарками. Мы идем его встречать, познакомимся, поговорим. Мы его тоже не знаем еще пока. Он едет из города, который называется Швебиш Халь. Приехал наш зритель, давний зритель из Германии и привез маме в подарок 2 коробки с нитками. Смотрите, вот стоит в багажнике. 2 коробки мы еще не открывали, не смотрели. Мы дома будем уже смотреть, что здесь. Человек приехал за 80 километров к нам, чтобы привезти эти нитки. Тут есть нитки и еще что-то. Сейчас мы будем открывать. Мамусь, ты, может, оторвешься от вязания. Мама, он вяжет какой-то шарфик, да, очередной? Ну да. Открываю. Сейчас, смотрите. Конечно, подарки шикарные просто. Смотрите, конфетки. Какие вкусные. Посмотрите, сколько ниток. То есть Целая это коробка. целая коробка ниток. Мама уже Так не сразу... только одна и тут половина. Вот ремень кожаный. Вот, смотрите, какие интересные вещи. Это, да, Ольга Лукинична, на ручке, чтобы было тепло. Вот, это на плечи, вот так вот, да? Вот так вот на плечи. Если вдруг вяжешь туда только руку надо, да. померяем. Тепленькие Вот вещи. Это спасибо. я такой первый раз вижу вообще, чтобы такой, это такой прям комплект. Вот так вот. Полотенечко, смотрите. Колготки вот такие вот теплые. Я такие колготки даже искала, я нигде не могла найти. Сколько носков. Ого, пачка. Это тоже носки. Белые Белые. носки, отлично. Смотрите, еще вот такая вот тоже типа гетры. Это сюда, ну вот такое. Не распаковывай. Сапоги теплые, кожаные. А эти тоже замшевые, тоже тепленькие, он без каблука. То есть шикарное, спасибо огромное. Спасибо. В общем, эти сапоги мы уже меряли, они как раз, но они очень качественные, чтобы не забирать время. Посмотрите, какие туфельки, они на липучках, кожаные. Это очень удобно одевать. Это никаких шнурков, натуральные кожаные, мягенькие, кожа И очень они мягкая. новые, И они смотри. новые. Так, все новое. Еще что-то нашла. Трусики. О, это нужные вещи, нужные вещи. Нитки, ну, в общем, ниток море. И я думаю, что, наверное, вот еще одни трусики. Я думаю, что, наверное, уже хватит
У Ольги Лукиничны уже полквартиры в нитках, когда она это все навяжет. Ну, Спасибо огромное, да. Ну просто нам надо теперь это все освоить, да, Ольга Ну, Лукинична? естественно, я буду вязать, и мы будем показывать, что мы вязать. Смотрите, какой крутой шарфик мама связала мне. Это я ей заказала шарфик вот такой вот. Вообще. Ой. Класс. А сосед, который темнокожий жил у тебя здесь, он же пропал куда-то и недавно приходил к тебе снова, да? Ну да, он приходил забрать вещи, Ага, заходил ко мне, посвежел, ага. поправился такой, как-то он совсем изменился. Поэтому... У него мама турчанка, мусульманка, а папа из Африки. И его мама, насколько я понял, живет в Штутгарте, и он сейчас к ней вернулся, да? Да. И он нашел работу, он сидел здесь без денег, без работы, и мама платила за него квартиру. Но пособие Джоб-центр ему не платило, потому что он Не хотел работать. Не хотел работать, не шел Мы у на него работу. спросили, почему ты не получаешь социальное пособие. Он говорит, ну там же на работу шли. Ну да. как бы так. Да, и ходил просто каждый день к маме кушать. Мама тут его кормила. Ну, это еще ладно, ну, нормально, там, ну, день, два, три, но он ходил полгода. Полгода ходил и каждый день. Вот. И один раз он пришел больной. Он был болен гриппом и заразил маму. Ну Мама да, потом да. целый месяц проболела. То есть Да, нам да. пришлось ему написать, прям сказать, чтобы он не приходил. Вот. И, кстати, он с тех пор и пропал. Как бы И он пропал. Лада То есть написала перестал. Я ему ему, да? написала на немецком, все, он, конечно, очень был недоволен, что я так написала, ответил, я тебя не люблю. Ну, И теперь он работает. Ты с ним как разговариваешь? Через переводчик, через телефон, Мгм. через переводчика по телефону. Он пишет. Я же языка не понимаю. Он задает вопросы, я тільки дивлюсь на нього. Він напише, задає вопрос, і я тоді відповідаю йому зі свого телефона. Тоже пишите на русском, оно переводит на Ну да, немецкий. а по-другому. Вот так вот. Ну, Такие у нас дела. Сейчас я вышел от зубного врача, который, как видите, находится в таком живописном поселке, который называется Бад Уберкинген. В общем, я полечил зуб и буду ехать домой. Все началось как раз в самый неподходящий момент. Как обычно, под конец недели, и я был далеко от дома, там невозможно было как-то полечить зуб, а он разболелся достаточно резко. Сначала начал реагировать на горячее и на холодное, а потом и вообще стал болеть. Сегодня мне его вылечили, запломбировали каналы. В общем, это была классическая дырка, кариес, и оголился нерв, и поэтому вот так. Знаете, сколько я должен заплатить за лечение этого зуба? Тадам! 230 евро. Только я. И еще плюс моя страховая компания тоже должна что-то выплатить. Я толком не знаю сколько, но, по крайней мере, я знаю, что должен заплатить я. Сейчас выезжаю из Бад Уберкингена и мчусь в сторону Гайслингена. Я терпел субботу, воскресенье и в понедельник с утра приехал к врачу, но я очень боялся, что меня сразу не примут, потому что, ну, известное дело, в Германии термины, то есть к врачам записаться, это достаточно проблематично. Но когда ты уже у какого-то врача был записан, то есть ты лечишься у него постоянно, то уже немножко проще, особенно с острой болью. Мы попали в тот же день, озвучил он мне цифру 230 евро, причем так интересно озвучивал, сказал 32. Я думаю, 32 евро что ли, потому что по-немецки 32 это 2,30, то есть 32. Но он сказал не und, а 100. И это, когда быстро он произносит, получается 230, звучит как 32. Но я был несказанно рад тому, что этот зуб оказался не под коронкой, потому что иначе мне пришлось бы заплатить
очень хорошие деньги. Это измерялось бы уже в тысячах евро. Например, мой знакомый здесь, в Гайслингене, в Германии, недавно поставил себе верхнюю челюсть, да, съемную такую, которая обошлась ему в 7 тысяч евро. 7 тысяч, представьте. Но лично он заплатил 3500. То есть его страховая компания, а у него какая-то частная страховая компания, не государственная, она оплатила половину, тоже 3500. За 7000 евро в Украине, например, можно сделать вообще тоже верхнюю челюсть, но не съемную коронку, а на имплантах. Это, в общем-то, более надежно, это не съемно, это вообще как бы как настоящие зубы получается. Мы с Ладой имеем опыт лечения зубов в 2 клиниках. Первая клиника у нас находилась в 20 километрах от нашего городка, потому что мы не смогли у нас найти свободную зубную клинику, которая бы принимала пациентов. Такой большой спрос на зубных врачей. И там был у нас вообще какой-то неудачный опыт. Я уже рассказывал в одном из видео, что я переднюю пломбу одну переставлял 4 раза у этого доктора. В результате я выяснил, что возможно было поставить хорошую пломбу с первого раза, что и сделал мне доктор в другой клинике, которая вот я сейчас из нее еду, которая находится уже за 3,5 километра от нашего дома. Так вот, в той клинике, в первой, за эту пломбу переднюю с меня вообще не брали денег, только страховая все оплачивала. А здесь доктор взял 50 евро за лечение этой пломбы, и слава богу, и она стоит уже несколько месяцев, и это отлично. Лада тоже полечила себе зуб у этого доктора, у нового, и ей нарастили, так серьезно нарастили часть зуба, и это тоже стоило 50 евро. Но доктор сказал, что лучше бы поставить коронку, красивую, надежную, и прислал ей счет с предложением. В итоге он насчитал 1000 евро за эту коронку, и из них 700 евро нужно было бы заплатить нам, а только 300 евро могла бы оплатить наша страховая компания. У нас государственная страховая компания АОК, но мы подумали, что пока это не нужно, потому что он нарастил хорошо и зуб держится, выглядит красиво, к чему это делать. Но цены, представьте, да, то есть получается из 1000 евро наша страховая компания покрывает только 1/3. В очередной раз мы приехали на наш замок, который прямо над нашим домом находится. Называется он Хельфенштайн. И в продолжении темы про медицину я хочу сказать, что даже если страховка не покрывает все расходы на зубы, то она покрывает расходы на обычных врачей. У нас с Ладой есть такие программки от нашей страховой компании АОК, в которых можно посмотреть, сколько реально врачи запросили денег за наше обслуживание у страховой компании за все время, пока мы живем в Германии. Сейчас я взойду на эту гору по этим скользким камням. Сегодня прошел дождик с утра, но сейчас уже солнце вышло. Никак не начнется лето. Да. Все время какая-то весна Все время, ранняя. серьезно, мы как курточки эти не можем оставить дома уже насовсем. Мне кажется, мы будем все лето ходить в этих курточках, в этих штанах зимних. Ну, обидно. Но, в принципе, наверняка в Германии так часто. Но бывают очень резко перепады. Вот так вот дождливо, серо-пасмурно. Потом бабац, такая жара включилась. Печет. Аж невыносимо находиться. Поэтому ждем жары. Смотрите, какой вид на наш город отсюда открывается. Я уже в этом видео вам показывал несколько видов отсюда. Красотища. Так вот, сейчас мы достанем программки свои АОК и скажем, сколько реально врачи запросили за наше лечение денег здесь, в Германии. Вау, класс! Мы тут первый раз в этом месте. Смотри, как тут хорошо. Ну, я не первый раз. Это ты просто не хотела сюда Я здесь залазить. первый раз. Класс! Так сколько же АОК, наша страховая компания, заплатила врачам за услуги, оказанные нам? Вот у меня в программке, сейчас показываю так.
такая диаграмма, и здесь написано 2162 евро 34 цента. Это за меня лично было заплачено врачам, всем врачам в сумме. У Лады есть такая же диаграмма, и у нее здесь сумма 1995 евро 29 центов. Но другая диаграмма, смотрите, немножко. Тут, к сожалению, в этой программке нельзя делать скриншоты. Она защищена от скриншотов, поэтому приходится снимать вот так, плохо видно. Разными цветами обозначены разные услуги. То есть, вот смотрите, голубой цвет обозначает врачей, которых ты посещал. Красный цвет обозначает аптеки, рецепты дешевые, которые ты выписывал. И синий цвет обозначает санарzt, зубных врачей. Стоматолога, так, да? Стоматолога. Так, смотрите, давайте теперь сравним. У нас по диаграммам видно, что у меня синим обозначено очень много. Это значит, я очень много лечил зубы здесь. Поэтому у меня и сумма больше. В общем, лекарств я покупал мало, это красненьким обозначено. И я мало посещал просто врачей, каких-то на приеме там домашнего врача, там еще кого-то, кого еще. Я практически никого, кроме домашнего врача, не посещал. А у Лады, видите, наоборот, она посещала разнообразных врачей, обследовалась. Покупала много таблеток. Да, таблеток покупала много и совсем не лечила зубы. Чуть-чуть, совсем у нее там мало, видите, синим, темно-синим обозначено. Если ты нажмешь на санарzt, на синий, нажми, сейчас посмотрим, сколько ты... Нет, вот сюда. Здесь. Вот, смотрите, у нее тут отображается за зубы всего лишь 221 евро с нее сняли со страховой компании. А у меня, давайте посмотрим, сколько за зубы сумма вышла. 1479 евро только за зубы. Ты в основном на зубы все потратил. Да, так, конечно, я 4 раза мне переставляли, я уже говорил неоднократно. 4 раза одну и ту же пломбу мне переставляли, и я ничего не платил за это. Ну, а я прошла хорошее обследование. То есть я посещала врачей, и поэтому 1200 за меня потратили на обследование. То есть гинекология, желудок я обследовала, и вообще по врачам ходила, в общем, таблетки покупала. Ну, в общем, и у каждого свое. У нас вместе получилось, что врачи выставили счет нашей страховой компании около 4000, да? Да, за все это время, на двоих. За 2 года. А Джоб-центр страховой компании заплатил за нас 7000, то есть где-то зависло 3000 евро. Ну и это нормально, это отличная практика, потому что если у одного пациента, так скажем, деньги на счету остается, страховая компания тратит их на других пациентов. Так система в Германии работает, солидарная система. Чтобы вы не подумали, что мы чем-то недовольны, потому что в прошлом видео, когда мы сказали, денег не хватает, все почему-то решили, ну не все. Что мы жалуемся и мы недовольны. Это не так. Это не так, мы всем довольны. Посмотрите, сколько на нас было потрачено денег. Это классно, на самом деле классная страна, вот такая, мы отсюда не хотим уезжать. Мне не хочется в этом признаваться, друзья, но наша Родина на нас не потратила ни копейки вообще, хотя мы прожили там всю жизнь. А Германия за 2 года потратила на нас 50 000 евро, и лечила нас, содержала, и мы не можем быть неблагодарны. Ну что, друзья, пишите, что вы обо всем этом думаете, нам очень интересно знать ваше мнение. Только не пишите всяких неприятных вещей, а то Ладе сложно читать. Это она у нас отвечает на комментарии. Без агрессии. Без агрессии, пожалуйста. Просто умные и полезные вещи. Мы, кстати, очень много от вас узнаем про Германию, потому что, естественно, мы здесь недолго, а люди, которые живут по 30 лет, они нам все рассказывают. За что огромное вам спасибо. Да, очень хорошие комментарии. Вообще спасибо за подписки. У нас уже сейчас 50 000 подписчиков. Благодаря вам. Спасибо огромное. Мы вас очень любим. В общем, пишите нам в комментариях все, что вы считаете нужным. Не только без агрессии. На этом мы с вами прощаемся. До следующего видео. Всем счастья, мира, крепкого здоровья. И самое главное, любите друг друга. Я знаю секрет. Нет лучше, чем то, что сейчас, пока мы с тобой здесь, только это и есть у нас. Давай заводи
летим вниз, все остальное потом. Жизнь вечный сюрприз. Снова